Вы когда-нибудь проводили целый час в зоомагазине, выбирая самый дорогой и высококлассный кошачий корм на полке? Вы приносите его домой, насыпаете в чистую миску и наблюдаете, как ваша кошка делает всего один вдох, а затем смотрит на вас с абсолютным отвращением. Это заставляет вас буквально рвать на себе волосы, не так ли? В итоге вы выбрасываете премиальный корм в мусорное ведро только для того, чтобы ваша кошка продолжала настойчиво требовать одну конкретную дешевую марку, одну определенную хрустящую текстуру или просто отказывалась есть вообще. Вы смотрите на нее и думаете, моя кошка невероятно привередливый едок. Но что, если я скажу вам, что отказ вашей кошки от еды– это не ваша вина? Что, если они на самом деле вовсе не привередливы, а просто находятся в ловушке жестких диких инстинктов и мощной биологической фиксации? На текстуре сегодня я дам вам точную ветеринарную дорожную карту, как полностью исправить ситуацию с привередливой кошкой. Привет всем! Я доктор Тони Ли, ваш ветеринар, и добро пожаловать на канал. Как врач, я слышу это каждый день. Доктор Тони, моя кошка просто очень капризная. Но сегодня мы разоблачим масштабные биологические и поведенческие секреты, которые создали этот миф. Это будет настоящий мастер-класс по психологии питания кошек. Мы разберем, как у кошек формируется биологическая зависимость от еды. Я дам вам жизненно важное ветеринарное предупреждение о том, почему нельзя просто выжидать, пока упрямая кошка проголодается, и поделюсь своими любимыми хаками, которые заставят вашего питомца выпрашивать здоровую пищу. Глава 1. Вкусовая фиксация кошачий крек. Прежде всего, я хочу полностью снять вину с ваших плеч. Ваша кошка не примадонна. Будь то одержимость сухим кормом или требование только одной марки консервированного мяса, кошки– это абсолютные биологические существа привычки. Производители коммерческих кормов используют мощные усилители вкуса, чтобы гарантировать, что ваша кошка будет подсажена на них. В сухих кормах они используют кислые животные дигесты, в консервах концентрированные мясные бульоны. Но один из самых мощных ингредиентов в индустрии кормов– это неорганическое солевое соединение, называемое тетранатрия пирофосфат. Для кошки пирофосфаты– это, по сути, кошачий крек. Эти соединения физически покрывают язык кошки, манипулируют вкусовыми рецепторами и посылают в мозг сигнал о сверхмощном вознаграждении. Для кошки эти усилители и текстура действуют как биологический замок и ключ. Мозг получает настолько сильный сигнал удовольствия от этой конкретной еды, что любая другая здоровая пища кажется им на вкус как картон или опилки. Когда вы предлагаете новый корм, их дикий мозг просто не распознает его как безопасный или даже как нечто съедобное. Для них это не еда, поэтому нам нужно заново научить их есть, используя простые биологические приемы. Глава 2. Смертельная ошибка. Почему кошек нельзя морить голодом? Прежде чем мы перейдем к практике, я обязан дать вам самое важное правило ветеринарной медицины. Когда у владельцев собак собака капризничает, универсальный совет звучит так: просто поставьте миску, если не съест, уберите. Здоровая собака не даст себе умереть с голоду, однако вы никогда, ни при каких обстоятельствах не должны делать этого с кошкой. Вы не можете играть в кто кого с упрямой кошкой. Если кошка решит, что она не хочет новую еду, она будет стоять на своем до конца. И если кошка перестает есть хотя бы на 48 часов, ее организм подвергается катастрофическому, опасному для жизни метаболическому кризису, называемому липидозом печени, жировая болезнь печени. В отличие от людей или собак, печень кошки не предназначена для обработки большого количества мобилизованного жира. Когда кошка перестает есть, происходит резкое падение уровня инсулина и глюкозы. Это запускает процесс выживания. Организм начинает быстро расщеплять собственные жировые запасы и направлять их в печень для получения экстренной энергии. Но печень кошки просто не может переработать столько жира так быстро. Жир физически застревает внутри клеток печени, она раздувается,
желтеет и начинает отказывать. Без экстренной ветеринарной помощи, капельниц и питательной трубки это состояние смертельно. Переход на новый корм всегда должен быть медленным, безопасным и просчитанным. Глава 3. Исправление фундамента. Правило 5 футов. Раз мы не можем заставить их есть силой, мы должны подготовить почву. Прежде чем менять, что ест ваша кошка, мы должны изменить то, как она это делает. И это значит, что мы должны покончить с привычкой свободного кормления. В большинстве домов миска с сухим кормом стоит на полу 24/7. Кошка просто проходит мимо, перекусывает пару раз и уходит. Друзья, если у вашей кошки есть доступ к бесконечному фуршету весь день, у нее никогда не сформируется естественный цикл голода. Все трюки с добавками провалятся, если кошка никогда не бывает по-настоящему голодной, у нее просто нет мотивации пробовать что-то новое. С завтрашнего утра шведский стол закрыт. Переведите кошку на фиксированный график кормления. Разделите дневную норму на 2-3 порции. Ставьте миску на 30 минут, а затем убирайте ее до следующего раза. Через несколько дней пищеварительный ритм настроится, и кошка поймет, что еда – это ценный ресурс, который появляется в определенное время. Но есть еще одно фундаментальное правило, которое вас поразит. Я называю его правилом пятифутовой дистанции для воды. Посмотрите, где стоят миски вашей кошки. Они рядом, возможно, даже в одном сдвоенном держателе. В дикой природе кошки – одиночные хищники. Когда дикая кошка убивает добычу, последнее место, где она захочет ее съесть, это берег ручья. Почему? Потому что инстинкт говорит им, мертвое мясо рядом с водой означает, что вода загрязнена гнилостными бактериями. Если миска с водой стоит прямо рядом с едой, включается древняя ДНК. Мозг кошки говорит, эта среда загрязнена и опасна. Это вызывает огромную тревогу во время приема пищи. Исправить это невероятно просто. Отодвиньте миску с водой минимум на 1,5 метра, 5 футов от еды, а лучше поставьте ее в другую комнату. Вы будете поражены тем, насколько расслабленнее станет ваша кошка во время ужина. Глава 4. Текстурная прогрессия математика обмана. Теперь, когда график настроен и вода отодвинута, пришло время менять саму еду. Переход с сухого корма на влажный паштет – это огромный шок для кошачьего рта. Мы должны менять текстуру постепенно, чтобы они этого даже не заметили. Мы делаем это в течение 2-3 недель. Шаг 1. Фаза сухого корма. Первые 4 дня вы даете обычный сухой корм, но перед подачей добавляете 1-2 чайные ложки теплой фильтрованной воды. Не делайте суп, просто слегка увлажните его. Мы учим их рот тому, что еда может быть мягкой. Шаг 2. Введение влажного корма. Когда они привыкнут к спонжеобразной текстуре, добавьте всего чайной ложки нового влажного корма и тщательно перемешайте с размоченными гранулами. На этом этапе влажный корм работает просто как соус. Шаг 3. Смещение пропорций. Каждые 2 дня понемногу уменьшайте количество сухого корма и увеличивайте количество влажного. Шаг 4. Полный переход. К концу 2-й или 3-й недели старый сухой корм полностью исчезает. Вы обошли их упрямство с помощью чистого терпения и математики текстуры. Глава 5. Кухонные хаки. Магия запаха. Если ваша кошка убегает в ужасе, едва почувствовав запах влажного корма, это глава для вас. Мы должны понимать биологический факт. Кошка ест носом, а не языком. Если кошка не чувствует запаха еды, она не будет ее есть. Самая большая ошибка владельцев – давать холодный корм из холодильника. Почему? Вернемся к дикому хищнику. Температура свежепойманной мыши ровно 38,6 1,5 истера. Она теплая и издает сильный аромат, который пробуждает аппетит. Холод из холодильника подавляет все ароматические масла в мясе. Для инстинкта хищника холодное мясо без запаха – это гниющая падаль, полная болезней. Никогда не кормите кошку холодной едой. Но и никогда не используйте микроволновку.
Она создает опасные зоны перегрева и разрушает аминокислоты. Вместо этого используйте трюк с температурой. Добавьте в порцию столовую ложку теплой около 38-40 фильтрованной воды и перемешайте. Это мгновенно разблокирует ароматические жиры, и пар донесет запах прямо до носа кошки. Вы также можете использовать теплый костный бульон, специально предназначенный для домашних животных. Важное предупреждение. Никогда не используйте бульоны из обычного магазина, в них содержится лук и чеснок. Эти растения вызывают окислительное повреждение эритроцитов у кошек, что приводит к анемии и отказу органов. Всегда читайте этикетки. Глава 6. Холистические топеры кошачий крек 2,0. Иногда им нужен дополнительный стимул – взятка. В ветеринарном сообществе мы называем эти добавки кошачьим креком из-за их притягательности. 1. Пищевые дрожжи – Nutritional Yeast. Не путайте с пекарскими дрожжами. Это деактивированные дрожжи в желтых хлопьях, которые продаются в магазинах здорового питания. Они богаты витаминами группы В, но главное, у них интенсивный вкус умами – сырно-ореховый. Кошки сходят с ума от этого запаха. Просто посыпьте еду щепоткой этих хлопьев. 2. Измельченное сублимированное мясо. Возьмите сублимированные лакомства – курицу или лосось. Положите в пакет и раздавите ложкой в мелкую пыль. Посыпьте этой мясной пылью корм. 3. Хлопья бонита. Сушеный тунец. Это тончайшая стружка сушеного копченого тунца. У них невероятно резкий рыбный запах, который вызывает немедленную реакцию даже у самых упрямых кошек. Все три топера практически не добавляют калорий, но насыщены натуральными нутриентами. Заключение. Друзья, мы сегодня разобрали критическую психологию кошек. Мы узнали об опасностях голодания и липидоза, внедрили правило 5 футов и научились обходить вкусовую зависимость с помощью прогрессии и температурных хаков. Я знаю, как это тяжело эмоционально, когда ваша кошка не ест. Это заставляет вас чувствовать себя неудачником. Но пообещайте мне сегодня, дайте себе и своей кошке время. Перепрошивка биологических привычек пустынного хищника требует огромного терпения. Если они отказались от еды во вторник, не паникуйте. Просто попробуйте позже и доверяйте процессу. Вы не просто меняете корм, вы защищаете их печень, контролируете их вес и обеспечиваете им долгую здоровую жизнь. Тот факт, что вы сейчас изучаете эти вопросы, доказывает, как вашей кошке повезло с хозяином. Если этот мастер-класс помог вам успокоиться и дал план действий на сегодняшний вечер, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать наши ветеринарные секреты. Погладьте свою упрямую и невероятно любимую кошку за ушком от доктора Тони. Увидимся в следующем видео.